Всем привет! Вы на канале Авточайники. Сегодня мы покажем, как мы делали сплиттер. Сплиттер — это впереди переднего бампера. Не путайте с передней губой. Поэтому подписывайтесь на наш канал, а мы продолжаем. Вот так выглядит сплиттер Lamborghini. Вот примерно его стоимость. Но, как вы уже знаете, мы делаем все своими руками. Поэтому для начала мы его проектируем. Смотрим, как будет смотреться он на бампере. Как всегда, это блендер. В блендере мы его спроектировали, разрезали на части и готовимся к печати. Для того, чтобы напечатать сплиттер, мы используем, как вы уже знаете и знают наши постоянные зрители, программу Cura. Расположив одну из разрезанных деталей, которую мы сделали в блендере, мы начинаем настраивать наш 3D принтер. Выставляем все нужные параметры. Смотрим, чтобы деталь полностью могла расположиться на нашем столе. Наш стол, напомню, 30 на 30 сантиметров. Наши постоянные зрители знают и помнят, что рабочий стол имеет очень важное значение, так как меньше нужно дробить наши детали. Ну а те, кто не знает, посмотрите наши прошлые видео. Когда напечатали эту деталь, мы подумали, что можно оставить ее так, как есть, поставить ее на машину, и все будет замечательно. Но потом, поразмыслив и приняв к сведению такие аргументы, что эта деталь находится впереди, и рано или поздно мы подотрем бордюр. Рано или поздно что-то с ней случится. Поэтому пластик, он очень хрупкий и может не выдержать этих всех нагрузок. Поэтому было решено делать из стеклопластика. Но потом мы сделаем ее из карбона. Поэтому смотрите наше видео, подписывайтесь, чтобы не пропустить, что же будет дальше и сможем ли мы построить Lamborghini. Если вы подписались на наш канал и поставили колокольчик, то вы уже знаете, что мы печатаем нашу Lamborghini. И процесс печатания — это не что-то такое замечательное для нас, это рутинная работа. Мы почти полностью машину напечатали. Сейчас вы смотрите видео, где мы просто показываем те или иные моменты, как мы делали ту или иную деталь. Поэтому, еще раз, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, ну и, конечно же, колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Напечатав наш сплиттер, вернее не наш сплиттер, а сплиттер Lamborghini Aventador SVG63, мы приступили к покрытию его скотчем. Скотч — это алюминиевый, так называемая фольга. Она является разделителем. Как мы не экспериментировали, использовать поверх пластика просто воск все равно очень плохо отдирается. И смола полиэфирная так или иначе пристает к нашей детали. Ну а мы приступаем к изготовлению нашей матрицы. Многие скажут, что мы делаем неправильно, так как сразу нужно нанести гель-коат. Ну, я вас разочарую, мы нанесли гель-коат. Мы нанесли сразу, как обычно, воск 5 слоев. После этого нанесли гель-коат. Гель-коат мы взяли этот раз необычный, мы экспериментируем. Взяли так называемый прозрачный гель-коат. Самое интересное, что его вообще не видно. Он растекся, немножко подсох и стал выглядеть как эпоксидная смола. Кстати, эпоксидная смола — странное слово. Многие замечают, что все говорят эбоксидная смола, на самом деле эпоксидная смола. Но это не суть, это не касается нашей детали. Так вот, мы нанесли, и она выглядит так, словно ее вообще нет. Вернее, не эпоксидной смолы, гель-коата вообще нет. Поэтому я не знаю, как получится наша матрица и получится ли вообще. Но мы экспериментируем, поэтому посмотрим, что будет дальше. Мы делаем деталь таким образом, так как наш сплиттер снизу полностью ровный. Сверху у него есть какая-то фигура, снизу он полностью ровный. Поэтому мы решили, просто расположив на столе нашу деталь, мы покроем ее
стекломатом и покроем полиэфирной смолой и сделаем из нее матрицу. В дальнейшем мы хотим сделать эту деталь из карбона. И у нас есть 3 варианта решения этого вопроса. Первый вариант: мы просто-напросто делаем из карбона эту деталь по нашей матрице методом вакуумной инфузии. Второй вариант: мы делаем деталь из стеклопластика, ламинируем его карбоном, наш сплиттер, и получается карбоновая деталь. Но она будет раза в 3 тяжелее, чем просто карбоном с вакуумной инфузией. И третий вариант: это также сделать, как и обычно делается стеклопластиком, но карбоном. Придется немножко сделать после этого нанесения дополнительного слоя полиэфирной смолы, либо эпоксидной смолы. Я еще не знаю, что мы будем использовать для использования карбона. И после этого все это зачищать. Самый легкий — это вакуумная инфузия. Немножко тяжелее — это третий вариант. Карбон в виде стеклопластика. И третий, самый тяжелый сплиттер — это стеклопластик с ламинацией карбона. Мы сейчас раздумываем, как это делать. Но пока мы раздумываем, мы покрываем нашу деталь полиэфирной смолой, делаем последний слой. Да, это не очень быстрая работа. Обязательно работать нужно в какой-то защитной маске, потому что очень ядовитые испарения. Вот готовая матрица, которая в скорости превратится в карбоновую деталь. Ну что ж, наша матрица подсыхает. И через 3 дня мы всегда даем матрице и готовой детали застыть 72 часа. Так как в инструкции написано, что полиэфирная смола, которую мы используем, застывает через 72 часа. Если вам было интересно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. До встречи на нашем канале.